Подводную станцию «Глубина-3» официально законсервировали в июле 1989 года. Ни из-за аварии, ни из-за пожара, ни из-за гибели экипажа. Ее отключили в штатном режиме. И именно это выглядит страннее всего. Я впервые увидел упоминание о «Глубине-3» в 2023 году, когда работал с архивом бывшего морского научно-исследовательского управления. Архив поступил на оцифровку с пометкой «Проверено», не содержит секретных сведений. В одной из коробок с техническими актами за 1991 год лежала папка с заголовком «Станция подводных исследований Г-3. Эксплуатационный отчет 1987-1989 года». Никакого грифа. Никакой пометки о секретности. Но папка находилась среди дел, подготовленных к уничтожению. Первый документ датирован мартом 1987 года. Ввод в эксплуатацию стационарного подводного модуля Г-3 в акватории Северного сектора. Под Северным сектором, как я позже выяснил, подразумевался участок шельфа в Баренцевом море. Станция представляла собой металлический цилиндр длиной около 18 метров, закрепленный на глубине 142 метров. Назначение – долговременные наблюдения за геофизическими параметрами и тестирование новых систем автономного энергоснабжения. В отчетах подчеркивалось: станция полностью автономна. Энергопитание от термогенераторного модуля. Связь через кабель на береговую базу. Все выглядело стандартно для научной станции. До декабря 1987 года отчеты сухие и спокойные. Параметры в норме. Давление стабильно. Температурный режим в пределах допуска. Но 14 декабря появляется первая странность. Зафиксировано кратковременное изменение частоты сигнала основного генератора при отсутствии внешних колебаний. Генератор проверили. Неисправностей не выявлено. В январе 1988 года в журнале дежурного инженера появляется запись. Отмечается ощущение низкочастотной вибрации в центральном отсеке. Приборы не фиксируют отклонений. Это личная ремарка. В итоговый отчет она не вошла. Февраль 1988 года. В 2 часа 11 минут зафиксировано кратковременное прекращение передачи данных по основному каналу. Длительность 9 секунд. Резервный канал не активировался. Через сутки повтор. Но уже 12 секунд. Комиссия предположила влияние подводных течений на кабель. В марте 1988 года зафиксировано событие, которое меня насторожило. При плановом отключении основного питания станция продолжила передачу данных в течение 4 секунд. 4 секунды. После отключения. Это мог быть остаточный заряд. Так указано в пояснении. Но через неделю уже 7 секунд. Если вам интересны такие расследования о проектах СССР, которые закрывали слишком быстро, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Самые странные моменты этой истории впереди. К апрелю 1988 года отчеты становятся более подробными. В них появляется термин «нестабильный фоновый режим». Это означает, что при отсутствии внешнего воздействия система регистрирует колебания, не предусмотренные моделью. Именно в апреле экипаж береговой базы направил служебную записку. Считаем необходимым временно вывести станцию Г-3 из активного режима до уточнения причин нестабильности. Резолюция сверху. Эксплуатацию продолжить. Данные критически важны. В мае 1988 года произошло событие, которое, вероятно, стало поворотным. Во время плановой проверки в 3 часа 47 минут зарегистрировано одновременное отключение освещения в 3 отсеках станции при сохранении работы центрального модуля.
Освещение отключилось, но центральный модуль продолжал работать. То есть система перераспределила энергию. Без команды. Через 15 секунд освещение восстановилось. Комиссия вновь указала на особенности схемы энергоснабжения. Однако в черновом отчете я нашел карандашную пометку. Перераспределение не предусмотрено алгоритмом. Это означало, что система приняла решение сама. В июле 1988 года зафиксирован самый странный эпизод. В 1 час 12 минут станция перешла в автономный режим при активном внешнем питании. Длительность 31 секунда. То есть станция отключилась от берега и работала на внутреннем источнике, хотя необходимости не было. Связь в этот момент прервалась и восстановилась сама. В официальном отчете это назвали нештатным переходом. После этого инцидента в документации появляется слово «ограничить». Рекомендуется ограничить частоту активных тестов. Но ограничить не значит остановить. Испытания продолжались до марта 1989 года. Последняя запись в журнале датирована 18 марта. Во время планового теста зафиксировано прекращение передачи данных на 2 минуты 17 секунд. Причина не установлена. 2 минуты – это много. Для автономной станции на глубине 142 метров слишком много. Именно после этого, 19 марта 1989 года, выходит приказ. Станцию Г-3 вывести из активной эксплуатации. Подготовить к консервации. Без расследования. Без комиссий. Без публичных объяснений. В июле 1989 года станцию подняли. Оборудование демонтировали. Часть приборов списали. Часть отправили на склад. Я попытался найти упоминания о глубине 3 в других фондах. Ничего. Ни публикаций, ни отчетов о результатах исследований. Один бывший сотрудник береговой базы сказал мне: она начала вести себя странно. Как именно? Он долго молчал. Как будто реагировала на то, чего мы не видели. Это субъективно. Вероятнее всего, речь шла о сложной энергетической системе, которая в условиях глубины и давления начала демонстрировать нестабильные режимы. Никаких чудовищ. Никаких фантастических версий. Но есть один факт, который не дает покоя. В последнем листе папки, прикрепленном скрепкой, была короткая запись. Повторный спуск не планировать. Не нецелесообразно. Не при отсутствии финансирования. А именно, не планировать. Почему? Если станция просто казалась нестабильной, ее можно было доработать. Если проблема в алгоритмах, переписать их. Но решение было окончательным. Станцию глубина 3 отключили. И забыли. Иногда самые странные проекты – это не те, где что-то взорвалось, а те, которые закрыли слишком быстро. Потому что если система действительно научилась перераспределять энергию автономно, вопрос не в том, почему ее отключили, а в том, почему решили больше никогда не возвращаться к этой идее. Если вам интересны подобные архивные истории о проектах СССР, которые официально не существовали, напишите в комментариях, о каком направлении вы хотели бы услышать дальше – космос, подводные станции или оборонные цеха. И поддержите выпуск, чтобы такие расследования выходили чаще. Потому что в архивах конца 80-х остается много проектов, которые исчезли без объяснений. И глубина 3 – лишь один из них.